Привет, дорогие друзья! Вы на канале Na'Vi Junior Dota 2. С вами, как всегда, Яна. И сегодня вместе с нашими ребятами мы поговорим о итогах второго дивизиона DPC. Поэтому вам приятного просмотра. Ну, а мы начинаем. Приветик, парни! Привет. 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 Как ваши дела, как настроение? Нормально. Отлично. Нормально. Отлично. Пойдет. Вы Пойдёт. сразу с корабля на бал. Стоит также объяснить нашим зрителям, что мы снимаем это интервью сразу после последней официалки в рамках этой лиги. У нас была переигровка с Moneymakers, и мы благополучно ее забрали и заняли 4-е место. С чем я вас поздравляю. Спасибо. 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 Thank you. Thank you so much. Но давайте начинать с самого начала. У вас, в принципе, было достаточно много времени после квалификации для того, чтобы подготовиться уже к этой лиге. Как вы сами оцениваете свою форму, к которой вы подошли к этому турниру? Именно игровую и командную, или И индивидуальную, и командную в целом. Как прошли командную КВшки? нормально? Да все окей было, но в моменте что-то не пошло. Ну как, вначале у нас все было хорошо, мы были, так сказать, на пике, а под конец, ну отлично у меня я чувствовал спад личный, ну и командный тоже, скорее всего, потому что у нас там поражения пошли, вот, ну вначале у нас все хорошо было. Потерялись по ходу турнира чуть-чуть. У меня сейм как раз. А потом вот вышел патч, не прямо чтобы круто к нему адаптировались, и получилось, как получилось. Но все-таки прочувствовали вот последние официалки. Вы прям почувствовали всю такую тяжелую Почувствовали, судьбу что не надо ничего киберспортсмена. выдумывать и сыграть так же, как играли. Как вы в целом оцениваете уровень игры команд на этой лиге? Да, средний, ну, единственная команда, которая выделяется, это Немига, очевидно. Они... Да, остальные все примерно равные. Да, то есть... То есть Немига сильнее всех, это, типа, так понятно было до начала. То есть Немига Кто не изначально для первый вас... пройдут. То есть Немига изначально для вас был самым сильным соперником, по сути, ваши ожидания оправдались. Да, Да. Ну, А да, против да. остальных, в принципе, не все равные команды. Там любого мог выиграть. Ну, победить точно хотелось, там, старались. Против Немиги не пошла у нас чуть-чуть. Давайте Немигу обсудим немножечко позже. Давайте начнем с нашего первого соперника, CyberCats. Какой был настрой вообще перед первой картой? Было ли волнение, переживание? Или вот тот факт, что они проиграли одну карту Team Sexy, добавлял немножечко уверенности? Волнение было в первой игре, прям было, да. А потом уже так себе. Потом уже как-то на чили играл. После первой катки. Не знаю, ну, непонятно было, на самом деле, что ожидать. Да, То волнение есть всегда есть. мы могли сыграть и хорошо, и могли сыграть, типа, супер плохо. То есть После это победы даже в первой- лично было... После победы в первой как-то потом уже на чили игралось. Ну да, да. Не, просто вот мы на квешках неплохо выступали, там хорошо команды выигрывали, но это все-таки другое, это официалка. Ну, давление и волнение все равно присутствует. Первая официалка за долгое время. Это Да. Ну, важная Давление уже и игра. волнение, типа, всегда присутствует, даже у лучших спортсменов и киберспортсменов на самом деле. Ну, очевидно, еще тот факт, что квалификации мы не очень хорошо отыграли, но тем не менее мы свой слот получили во второй дивизион. И вот первая официалка, и все, очевидно, будут наблюдать, смотреть, как мы играем, какие результаты показываем, поэтому, скорее всего, это тоже имело какое-то влияние на ваш настрой перед игрой. Ну, возможно. Первую мы благополучно забрали, что не вышло на второй карте. Как сами думаете? Там по драфту вроде... По драфту всё- сложно, да, было. Ну, выиграть. плохо у нас все было, да, по драфту. Чуть-чуть. Чуть-чуть плохо, да? Да, что мы Какой играли. там таф вообще был, я не понял даже. А там против нас был ОД, Фурион, Дум. Мы не забанили Дума, и по сути Дум нас накрыл всех наших героев, и мы были на таймере. Они могли играть как хотели. Да. Ну, во второй у нас драфт был хуже, на самом деле, Но просто. там, если бы мы забанили Дума, было бы намного проще играть ту игру. Да, это правда. Да, мы вроде там вначале даже вели чуть-чуть. Мы вначале очень жестко их по карте переигрывали, скажем так. А потом просто получилось так, что у них герой сильнее, чем у нас. И мы уже просто не могли выиграть игру. Никак. А с каким настроением вы заходили уже на третью карту? Был ли какой-то тильт, или вы такие, ничего Нет, страшного так же сейчас? выиграли. Тильта вообще не было, там Да, было да. очевидно, почему мы проиграли. Мгм. Так Да, что мы поняли, из-за- почему проиграли. Да, сыграли-то начало мы хорошо, то есть мы знали... В третьей игре хорошо задрафтили, и... Да, в третьей Я игре точно мы- не помню, на ком я играл в третьей. На На Наги, Наги. помнишь, Наги мы в топе стали, А, да. Ну, там, где мы их без шансов. да. Да. В третьей мы уже супер уверенно играли, и мы Да. наших героев взяли. И победили. Мгм. Первый же матч и первая победа добавила уверенности в дальнейшем, перед следующим Да? матчем? Да. Конечно. Важно было первую игру 100%. выиграть. 100%. Я думаю, для нас и первый матч был самым важным, чтобы выиграть. Да, и против неплохой команды на самом деле играли. Ожидал CyberCats минимум топ-4, я
на самом деле. Потому что хотелось Сайберкатс выиграть. Что скажете про второго соперника No Sorry, как готовились уже к команде Black Архангела? Ну, No Sorry Было- был не самый сложный соперник. Мы Да, изначально он прям знали, был что да, был, во-первых, удобный, и вообще было ощущение, что это даже самая слабая команда. Ну, у меня лично было. У меня была стопроцентная уверенность, что даже индивидуально у нас каждый игрок сильнее, и нам просто нужно было по драфтам Просто не хорошо обосраться. задрафтить, да. Да, да. Насколько И я помню, мы против победили Носсори бы. мы просто сделали фокус на Додрене, это их мидер, от которого у них вся концепция драфтов и в целом игра строится. Мы забанили ему удобных героев, и он, у него не оставалось, по сути, героев, на которых он мог Да, там он на Верке, помните? мапу Да, сноболи, да. Настолько сильно мы забанили ему героев намного, что он играл Что на на Верке, на котором Против вообще ТК. не... Да, первый он играл на Кунке. Тоже не его самый лучший герой. Так сказать, не лучший герой. Да, у нас был удобный соперник против нас. По самому сильному звену прошлись, просто и чуть-чуть легче стало. Ну, как по мне, это было easy 2-0, несмотря на то, что они забрали одну карту у Немиги. Или все-таки были какие-то проблемы на второй карте? На второй карте Понял. вообще проблем не было. Не, На первый первой, мы на первой доджили. были проблемы. Ну, на первых мы Чуть-чуть. доджили, и проблемы, да, чуть-чуть были. И всё. Да, вот как раз на первый у нас немножко... На так второй сказать, вообще там без шансов был. Там у нас драфт просто лучше. Там для каждого героя до нас соль, они еще Я, верку правда, до не третью помню, что берут. было во второй игре. Там была верка, на год ты на ДК играл. А, да, помню, все. Я не помню, что было на второй карте, но помню, что там был хороший драфт, и проблем не было. Ну да, там ну, ощущениями, так сказать, Мгм, вспоминаем. мгм. Хорошо. Следующий Там наш была соперник. Урса, да, вот это все. Да, да. Наш следующий соперник, лидер турнирной таблицы, Немига. И у вас был ровно один день, если не ошибаюсь, для того, чтобы как-то попытаться индивидуально подготовиться к этому сопернику. Как прошла эта игра? Ну, с позором. Не знаю. Неплохо. По-другому ее, да, не описать. То есть... Там мы обосрались на самом деле. В двух обосрались играх. за И по драфту, четвёртый. и по движениям. Да, на карте. и заколил плохого мидера Пака, где он был ужасен в 2 игр. Ну, Ещё- мы там и плохо задрафтили, и Да. плохо играли. Там все Ещё было мы- плохо, на самом ещё деле. Все было плохо. Мы знали их сигнатурки, но мы их не банили. Вот, например, Да. Клок Дис, супер уверенные герои, могли подбанить как-то в 2 играх. Да. Но мы вообще фокус не на то как будто сделали. Да, еще в 2 Кибера потом Маларин выкатился. Но Чуть на самом супер клёвого деле, героя взяли, да, тоже. эта серия нам много дала в понимании драфтах. Мы так больше не обосрались ни разу. Что не нужно себя передумывать, так сказать. Да, в Просто next матчах играть, у нас, просто так- у играть. нас такого не было. Со стороны поражения типа бесшансовые, но мы вынесли, так сказать, какой-то урок. Как скоро вы сели разбирать эту игру, фиксить ошибки? И какая вообще Да, была я атмосфера просто после официала Правда, сейчас? вроде? Да нормально. Немного, ну, честно говоря, немного грустно, потому что мы Да, поиграли прям без расстроили, да. каких-либо шансов, ну, то есть даже не поиграли в доту особо. Вот, но мы пришли к каким-то определенным выводам, и ну, на следующей игре уже, ну, сделали вывод, в общем, вот, против Сигмы. Ну, тогда переходим к Сигме. Я думаю, что этот матч можно по праву назвать реваншем, потому что именно Сигма нас выбила с квалификации во второй див. Как уже в этот раз? На самом деле, я вспомнил эти игры. Хоть они и шли вот на последнее место, но для меня игры были не самыми простыми. Да, Почему-то ну, по для них это ощущениям. важные игры были, потому что если бы они нас и плюс одну команду побеждали, они бы на переигровки попали. Я Они бы очень сказал, да, я бы сказал, что вот эта серия, она была вторая по сложности после Немиги. То есть там реально под был. Мы ее могли проиграть спокойно. Вообще не согласен. Мы первую игру играли, она была 100%, игра была 100% победой, потому что у нас был ДК в лейте, на котором мы играли, а они АФК стояли. Во второй игре просто не произошел невероятный анлак, да, игра не пошла, Ну, но у нас и третью драфт мы уже закрыли второй без пошел. каких-либо шансов. Поэтому я бы не ставил Сигму на второе. Второе я бы ставил... Ну, на это, третье, это в моем третье. личном Вот, да. топе, не знаю. Ну, просто у них во всех играх был хороший драфт, с которым они могли выиграть. Просто они чуть хуже именно индивидуально сыграли, как по мне. А так по драфту у них все очень хорошо было во всех играх. Так что, по сути, мы их переиграли просто. Вопрос в индивидуальном скилле игроков. Думаю, да, больше да. Думаю, да. У них там еще спад был, да, и замена посреди сезона. В общем, ребятам было непросто. Игра с Moneymakers. Что скажете уже про эту команду? Вы с ними встречались дважды в рамках этой лиги. Увидели ли вы какую-то кардинальную разницу между первым и вторым матчем? На новом патче. Да нет. Да, в Нет, нашей точно. игре. Нет, разница была в нашей игре. Ну, мы Да, по-другому только в сыграли. нашей игре была разница. Moneymakers тоже не самая сильная команда. Но они такие среднячок плотные, но они спокойно обыгрываемые. Я вот помню,
первая мапа мне вообще запомнилась как самая бредовая вообще. То есть мы стоим, мы уже ведем достаточно плотно, мы убиваем Рошана там с Эгисом, можем спокойно даже тупо закончить игру. Приходит Найкс просто в рейдже, просто, так сказать, на плюс В забегает в Рашпит и забирает Рошана. То Да, и есть, через ну, 5 это минут у нас вообще падает абсурд. трон просто. И через 5 минут у меня упал трон. У меня вообще, ну, шок был после Первая этой игра игры. это чисто анлак. Да, Мы первую игру это- должны были точно выигрывать. Там, конечно, мы плохо все сделали, но это какой-то был полный анлак, и вообще какой-то абсурд был. Я еще, ну, вот эту мапу весь сезон вспоминал почему-то, я не Ну, знаю. не понимать, первый был драфт хороший, но как будто если мы тогда на Рошане не обосрались, я бы Да. получил Егис, я бы просто купил БКБ Дейдалс на 25 и мы бы выиграли игру. Без А шансов. второй карте что было? Я не помню. Второй Во карты второй- я тоже не помню. Ну, во второй мы ничего не делали, у них был Chaos Knight А, и, так и да, Феникс с понял. Мидасом. Ну там у нас просто какая-то поплава пошла. Второй мы просто плохо сыграли очень. Да, Каль. У нас было фейковое внушение, что мы сильнее в лейте какое-то, ну и мы ничего не делали, а у них было 2 Мидаса, и в итоге, ну, они добрались до своих шмоток, И они и делали без шансов у мува, а нас. мы ничего не делали и умирали по карте еще. Да, ну, И не чувствовали силы героев, когда надо было делать мов. Просто есть- АФК в крипа убили. да, Так то нельзя- так есть не выиграть в доту. плохо сыграли просто очень. Мгм. Хорошо. Патч 7.33 вышел в ночь с 20 на 21 апреля, и у вас был ровно один день для того, чтобы подготовиться к вашему следующему сопернику. Выход апдейта сильно усложнил вам задачу, и насколько сильно он вообще повлиял на команду? Ты изменил, думаю? Да, усложнилось 100%. То есть у меня тоже была вот уверенность, что мы хорошо выступим против Олейку Мнихао, но вот патч у него какой-то рандом. То есть в драфтах вообще... То есть на линиях даже поменялось все. У тебя фокусы на другом на линии, и постоянно у тебя то вспоминаешь, что другое. Короче, расфокус был плотный в игре, тяжело было сконцентрироваться из-за нового патча. Ну, мы на самом деле заблуждались в каких-то вещах просто, ну, у нас были какие-то иллюзии насчет каких-то определенных героев, вот, но они были ошибочные, как мы выяснили позже. И как-то слишком все замудривали, хотя надо было играть, ну, просто доту, как мы играли до патча. Вот, а мы хотели что-то, ну, придумать велосипед просто, тогда можно было, ну, пешком дойти. Ну, Такая себе аналогия, но, короче, игра очень сильно изменилась, и у вас буквально один день для того, чтобы подготовиться, какие-то новые страты, посмотреть, какие там фиксы. Да, но враги в таких же условиях, просто мы начали мудрить, они играли по сути те же. Тем. Да, вот Они у тем них же играли, был, то, что у них было. играл, да, был самый, то есть это был Название. тупо их драфт. То есть мапу, которую они проиграли первую, они там пикнули мэр, ну, я там уже не до конца помню, Ну, что там, было, там но... на самом Они деле нас просто убить не могли, мы их перефармили. Нагу отдали, да, еще 8-го. Да. Жесткая была. Но с новым патчем Нага стала намного сильнее, Муэрту тоже бафнули, теперь с фиксом БКБ она стала наносить очень много урона на разных стадиях игры, в принципе, тоже очень, ну, как будто бы, типа, в мете вся эта история. Странно, что... Ну, я думаю, Мерта просто еще не их уверенный герой, типа, они его взяли так Мгм. по фану. А мы там еще файт выиграли, рандомно в смоке обошли. Ну, не рано. Как не рандомно, Да. там мы просто на скиллухе выиграли файт. А вторые остальные игры, которые мы проиграли, ну, во второй у нас тяжелее драфт был, тяжелее драфт, им тяжелее было выиграть как будто. И мы там еще тоже, на самом деле мы просто 2 игры на скилле проиграли, мы просто плохо сыграли. Тут даже дело не в драфте. Там небольшой абсурд происходил. Немного упала мотивация, когда вы осознали, что, скорее всего, билетик в первый дивизион не получите, но как бы и вылетите Я уже очень не вылетите. расстроился. Я очень расстроился после этой серии. Ну, все расстроились, но я быстро отошел, типа. Я Тут тоже важно быстро то, отошёл. важно то, как ты справляешься с поражением и что вообще. Ну, ты в ответе за свои эмоции, короче, и за свое состояние эмоциональное. Понятное дело, что к новой серии ты должен подходить в полном кайфе, так сказать. Ну да, но новой серии уже было нормально, типа. У нас там еще день отдыха был. 2 дня, по сути. Да, у вас было день или 2 дня отдыха, и вот новая серия с Team Sexy. И, по сути, уже финальная в рамках этой лиги. Как прошел этот матч? Что скажете про соперника? Так же, как с Рейком Нихао 2 карты последние, по сути. Мгм.
тоже мы там что-то намудрили. Помню, С да, проиграли. в первой карте я очень плохо сыграл. Я прям себя жестко винил. Там, возможно, если бы я лучше сыграл, игра вообще по-другому могла пойти. Да, у нас Бист там еще... фулл стаки закачал, бист был огромный, и получается, я ни то, ни другое не сделал, линию проиграл, там еще пофидел. Ну там, короче, в первой у меня вообще плотно не Там пошло. мы еще плохой 23 взяли, как по мне. Да, Возможно, у нас надо еще было взять Рики другого был. героя. Мы пикнули А во Рики, второй- хотя надо было Эмбера. Да, ну Да, там Эмбер там был. надо Второй шанс, анлак. кстати. Мы камбэкнули, преимущество там с 30 какие тысяч. Ну не анлак, мы камбэкнули с 15 тысяч на 15 минуте. Это вообще... Да, это Так не очень- должно быть. Ну, там линии очень жестко проиграли. Играть было очень трудно эту игру, но мы смогли ее камбэкнуть и одним файтом сразу весь камбэк на 0 свели. Можно ли назвать именно этот матч самым обидным в рамках этой лиги? Не, самый обидный был Нет, был самый против обидный- Олега Олег Умнихава. Умнихава. Олег Умнихава был самый обидный. Тут просто мы плохо сыграли. Потому что Ну, если как бы мы по телу. выиграли в Олег Умнихава, мы могли в первый див побороться. А после поражения над ними мы уже не могли никак в первый див пройти. Да. То, тоже что нет самое шансов. обидное было именно против Олега Умнихава проиграть. Мгм. А самый сложный матч? Самый сложный. Против этих. Если мы не берем Не то, Мегагейминг. что у Олега Умнихау Так, там была так ставка каждый, на... так каждый матч был непростым на самом деле. Хорошо, давайте выберем самый простой. No sorry, самый простой, думаю. Сам простой, да, но сори был. Самый крутой хайлайт за всю эту лигу. Рэвиш О. Да, если играет от Рошана, первая карта. Что? Я вообще не помню, если честно. Я вообще не думал хайлайт. Сайберкат, когда помнишь, Томер умер на Рошане? Ну там какой-то хайлайт таймер, это вот наша звезда. Я не знаю хайлайты, не запоминаю хайлайты. Я Нет, тоже интересно. не запоминаю. Я запоминаю победы. Халай, когда я украл Doom, просто и нажал демо. Ну, А, хайлайт? это Ну, там- единственный халай, который мы вспомнить. Ну, Я третья больше игра не против Sigma NT, Дейс на Рубике, там хайлайт за хайлайтом, на самом деле. Там 30 минут где? геймплея, а Дейза это хайлайт. Окей, после сегодняшнего матча собрал ли вас Ваня всех вместе такой: ребята, есть пару слов по этой лиге. Какой фидбэк был от тренера команды? Что он сказал? Доволен ли он вашим результатом? Да вроде такого Да. не было. Но у нас было небольшое обсуждение. То есть у нас была задача не вылететь типа со второго дивизиона. Но, Вообще неправда. но мы все понимали, что мы не вылетим. То есть... Нет, у нас была задача, я помню, мы уже там в какой-то момент обсуждали, что После спокойно можно- после третьей победы уже хотелось первый див как бы пройти. Ну, спокойно, да, можно было в первый див. Даже до вот, игры Cybercats у нас такой разговор был. Вот, Ну да. и, ну, конкретно у меня не было цели просто остаться во втором дивизионе. Ну да, хотелось первый выйти, очевидно. Ну, Вот, попасть да, в потому что основу. Мы, в нам принципе, неплохо могли игралось это спокойно сделать. в Кланварах. Да, Ваня могли. чуть-чуть расстроился, понятное дело, потому что буквально пару шагов осталось сделать и попасть в первый див, но все-таки не получилось. Ну, очевидно, он будет расстроен, но все же он там поддержал нас морально. И указал, что исправлять надо ошибки. И всё. Следующий сезон DPC буквально через месяц. Там, вполне возможно, вы сможете попасть... Ну, как вполне возможно, 100% попадете против Основы. Хотелось бы узнать ваши ожидания перед этой лигой. Насколько сложно будет? Да, будем Как играть будет как очень обычно. интересно. Да, слишком долго загадывать. Тут еще все может измениться, типа. Поэтому, ну, просто будем пытаться хорошо сыграть и все, показать максимум. Чё особенного. Хорошо, ребята, вам огромное спасибо. Я еще раз вас поздравляю с хорошим результатом. Пускай вы там говорите о том, что можно было лучше, всегда можно лучше, но тем не менее, как мне кажется, что для вот такого первого боевого крещения в рамках DPC это очень крутой результат. Поэтому вам еще раз огромное спасибо и жду еще лучше результата уже в следующем сезоне DPC. Друзья, вам огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Всегда поддерживайте наших игроков на всех официальных трансляциях. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И ставьте нам побольше лайков. А с вами был канал Na'Vi Junior Dota 2. До скорой встречи.